Миллион, Артур, миллион! Всем привет! И ты попал на канал Вилка. Это значит, что нужно ли тебе что, взять печеньки, готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой смотреть 12-ю серию 3-го сезона Аватара Легенда об Аанге. Соответственно, книга огня. Давно не смотрели, 2 недели не смотрели, получается, Аватар, потому что мы в тот раз записали 2 и потом очень-очень-очень долго не смотрели. Соскучились, смотреть надо, все очень интересно, очень бодро. Если ты слышишь это эхо, значит у нас идет ремонт. Эхо, кстати, есть, да, немножко есть, но оно такое. Картинки сзади больше нет. Вообще, смотри, чистая стена. Вот. Все ровно, все чисто, все красиво, все хорошо. Видео снимаем, надо отснять, потому что отсюда сейчас будем все переставлять, оставшись. А тут в комнате что осталось? Компьютер, микрофон и свет, и все. И то Тимур говорит, давай перетаскивать все в другую комнату. И будем снимать там. Да, а там вот такая гора хлама у нас лежит. Видимо, это будет наш задний фон. Ну, нормально, знаешь, типа, мультик, помнишь, был про монстров? Там еще был монстр, который в руках держал глаза. Как называл? Ох уж эти монстры или что-то такое. Очень страшные монстры. Да, очень страшные монстры. Вот, они всегда на мусорке тусили. Вот мы типа как бы Это классный мультик, кстати. Будем их косплеить. Я буду вот этим фиолетовым с большими ушами. А я буду черно-белый. Да, девчонка. И вот и сзади будет у нас мусор. И нормально мы как будто влились. Вода. Земля. Огонь. Воздух. Оставишь? Когда-то давно 4 народа жили в мире. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Только Аватар, властелин всех 4 стихий, мог остановить захватчиков. Но когда мир нуждался в Аватаре больше всего, он исчез. Прошло 100 лет, и мы с братом нашли нового Аватара в магии воздуха по имени Аанг. И хотя его искусство покорения воздуха было велико, ему предстояло еще многому научиться. Но я верила, что Аанг спасет мир. Аватар. Легенда об Аанге. Авторы идеи Майкл Данте де Мартино и Брайан Капско. Книга 3. Огонь. Глава 12. Западное племя воздуха. Ой, идет красавчик, смотри какой. Не признал его я в позапрошлых сериях, но сейчас-то я считаю его красавчиком. Мем, короче, смешно видел, блин. Ну ты не видишь. Короче, мем смешно видел, сейчас я тоже скажу. 4 главных ошибки в Аватаре. Мемы не смотрим, мы говорим мемы. Давай. 4 ошибки в Аватаре. Там, короче, первая ошибка какая-то нормальная, вторая ошибка там тоже какая-то нормальная. Я сейчас не вспомню. 3-я ошибка нормальная. И 4-я, как вот этот Хан, или как там его, отрастил усы. Типа смешно, но он был реально без усов и без бородки, был симпатичный. Если бы мы, конечно, целиком слышали, наверное, было бы смешнее. Так мы так смешно. Это просто унизительно. Ты имеешь в виду то, что мы идем через землю племени огня? Или то, что нам приходится делать это пешком? И то, и другое. Простите, ребята, но Аппа устает, когда везет всю команду. Ну, логично, во сколько, какая орава, вы все Интересно, сколько как у весите. остальных дела? Наверное, их уже ведут в тюрьму. Мой отец только что вышел, и его уже ведут обратно. Я скучаю по Пипсквику. А я скучаю по пяткам без мазолей. Эй, мы пришли! Я чувствую это! А куда мы шли? Думаю, твоим пяткам стоит протереть глаза. Нет, она права. Мы пришли! Ух ты! Это восхитительно! Это храм вверх ногами. Нормально, кстати. Прикольно. Нифига. Это... Слушай, круто сделано. Это развлекательный центр, который... Есть вот этот дом наоборот, когда ты такой за 200 рублей платишь, и у тебя все вверх ногами. Мы уже говорили где-то об этом. Не где-то. Нигде не говорили, не надо. А что так неожиданно? Реально, что за без перехода? Ты что здесь делаешь? Ну,
кстати, у него-то шар не устает его одного таскать. Наверное, он вообще без остановки мог за ними лететь. Если эти пешком, то он сверху за ними палил, летел такой и смотрел. А они даже, ну, никакого взгляда и ощущения у них не было, что за ними кто-то следит. Ну, какие-то они невнимательные. Какой чудесный вид. Меня интересует только вид аватара, закованного в цепи. Ты знаешь, что аватара не видели уже более 100 лет. Шанс найти его здесь не очень-то велик. Мы проверим каждого в племени воздуха. И затем мы объедем весь мир. Будем искать повсюду, пока не найдем. Принц Зуко, всего неделя прошла с твоего изгнания. Тебе бы хоть немного отдохнуть, прийти в себя. Что еще можно услышать от самого ленивого человека в племени огня? Единственный путь восстановить мою честь — это найти аватара. И я найду его. Нам показывают вот такой необычный, как это, храм, который вверх ногами, потому что это маги воздуха, типа, да? Но было бы круто, если бы у них был храм, вот как отдельный кусок земли с храмом, и просто в воздухе бы летал, как локации в фильме «Аватар». Не в фильме «Аватар. Легенда об Аанге», а «Аватар», где синие человечки. Вот. У них же на Пандоре там много летающих этих островов было. Ну, как в Обане, да? Да, да, то есть что-то такое летающее, и там бы маги воздуха были. Было бы прикольно. Так, ты будешь сейчас все в крысу, что ли, за ними следить? Он как этот, как стесняющийся... А как им? Как ему? Нет, я, ну, типа сказать здорово, я тут. Ага. И они такие, берем тебя в свою команду. Сейчас давай заполним трудовой договор, обязуюсь служить аватару. Учитывая, что их сейчас еще больше. Он как скромная девочка, знаешь, влюбилась в мальчика в школе, такая из угла. Так что делать, мой любимчик? Очень похоже на северное племя. Интересно, у них есть секретные гроты? Давайте-ка проверим. Идите без нас. Думаю, нам стоит поговорить кое о чем. Догони Опа. меня, Дьюк! Я говорил тебе, я мистер Дьюк. Взрослый разговор А пошли. почему мне нельзя? Нам нужно решить, что нам теперь делать. И раз уж ты аватар, может и тебе поучаствовать. Справедливо. У нас что, новый план? Ну, если ты меня спросишь, новый план — это старый план. Научившись магии всех элементов, ты сразишь лорда огня до падения кометы. О, да, великолепно. Без проблем. Сейчас и сделаю. Ну, осталось-то научиться всего лишь магии огня. Где я его найду? И сейчас такой звук из угла. Такой, а я тут. Как раз на работу хочу устроиться. Удобно? Удачно. Что на меня она так смотрит? Что ты Никто сказал? не сказал, что это будет легко. Что ж, ну это ведь даже и невозможно. Где я буду искать учителя огненной магии? Давай поищем Йонг-Йонг. Да, верно. Если мы вдруг где-нибудь на него наткнемся. Кто? Он, неважно. А если важно, я сама узнаю. Блин, я не Ну могу. вот. Ты чувствуешь Какой Йонг? имя? Кто это? Это, наверное, который магии огня учил. Вот Старенький. этот, да. Мне кажется, или здесь графика изменилась. В этой серии она прям как будто какая-то то ли ярче, то ли четче от прошлых серий. Не замечаешь? Приглядись вот. Вот, ребята, думаю, что нам никого не найти. Может, нам лучше пойти осмотреть территорию? Да что это с ним? Он Должен же расстроился. найтись кто-то, кто научит его огненной магии. Привет, я Зуко. Ну, наверное, вы уже давно меня знаете. Как бы... так. Дело в том, что у меня большой опыт огненной магии, и я считаюсь неплохим магом. Ну, собеседование ты, конечно, уже не прошел. Нам такие мябли не нужны. Нам нужны уверенные в себе, которые говорят, я лучший в магии огня. Или знаете, вот эти вот тоже мемы по трудоустройству, да? Типа, вы умеете, что вы умеете делать? Ничего, отлично, вы приняты. Это команда Аватар, такая табличка.
Что ж, вы видели меня, ну, когда я нападал на вас. Да, думаю, мне стоит извиниться за это. Ну, в общем-то, теперь я хороший. То есть раньше я тоже так думал, но я понял, что был плохим. В общем-то, я... думаю, мне пора присоединиться к вам. И... Ладно, это на самом деле жизненно. Каждый, кто хотя бы один раз был на собеседовании, реально, вот я помню свое первое собеседование. Я помню свое первое собеседование отлично. Я пришел, я был на... Сколько тебе было? 14? Да, наверное, 13 где-то. Я пришел полностью уверенный в себе, я прям такой, типа, вошел. Я внутри чувствовал себя так же, но внешне не подавал вообще, я даже глазом не моргнул. Я такой, да у меня уже большой... Это по жизни, по жизни. Я заходил, и я говорил, да у меня такой большой опыт, да я уже вот там вот работал. И Да, это я... и такие в 13 лет, конечно, ну-ка, сказки нам рассказывай. Я такой оделся, вот так вот расселся на своем кресле, как будто это они ко мне пришли устраиваться. И что вы думаете? Меня не взяли. Куда ты устроился? Да что-то там промоутером быть или что-то такое. Ну чем еще в 13 лет? Промоутером не взяли. А чем еще в 13 лет заниматься? Научить аватара огненной магии. Нормально, жаба. И это твой ответ? Вы не приняты, вы слишком Да, мямля. я бы тоже так сказал. Ну как же мне убедить этих людей, что я на их стороне? Людей. Что бы дядя сказал? Зуко, ты должен заглянуть себе в душу, чтобы спасти свою душу от твоей злой души. И только тогда истинная душа освободит себя. Не слишком ли много слова душа? Ах, я сам за него говорю, но все равно его не понимаю. А что бы Азула сказала? Ой, мне очень нравится это. Мне нравится, что он так Пытается. рассуждает. Вот возьмем серию с пляжем, там, где он был в компании с Азулой, и они такие, мы крутые, мы всех, типа, всех уничтожим, там, ла-ла. Ну, это прикол. А здесь он искренний, настоящий, такой, какой он должен быть. Это круто, это прям такой рост видно. Да, показывают с разных точек зрения, то есть не только, что он там, да, сын царя, а он обычный такой же, у него тоже есть чувства, он тоже волнуется, даже Да, и он не хочет... умеет общаться, но он пытается, Да. тренируется. Тренируется с жабой. Круто. Слушай, аватар, или я буду вместе с тобой, или я сделаю нечто неописуемо ужасное с твоими друзьями. Азул. Выбирай. Эх, думаю, я просто не умею имитировать. Жаба подпрыгивает и говорит «да». Ан, теперь мы можем поговорить об обучении огненной магии? Что? Можем. У меня в ушах ветер слишком громкий. Смотри на мою петлю. Ну-ка покажи, похвастайся. Ан, я думаю, что нам пора обсудить планы на будущее. Ладно, ты начинай, а я пока покажу тебе гигантский камень Пайшо. Как будто Ой, избегает. еще пещеру круглосуточного эха. Ну, представь себя После на его поражения. месте после поражения, когда больше состав всех войск пал, и сейчас пленен, остались только дети. Как ему еще себя чувствовать? Он чувствует в себе большую ответственность, что он все это профукал, потерял, и с другой стороны не хочет подавать виды им, что он в депрессии, в какой-то, возможно, в печали, и он не знает, что делать с тем, что у него сейчас есть на руках. Конечно, он будет, ну, неосознанно даже, возможно, убегать чисто психологически. Думаю, это подождет. Прям так открыто. Привет, я Зуко. Аватар, сука, да-да-да, знаем мой трэп. Эй, я слышал, ребята, как вы прилетели, и я подумал, что подожду вас здесь. Ты чё его облизываешь? Знаешь почему? Потому что он вызволил его. Блин, Ты что, реально. забыл? А я вообще даже и не подумал. А я подумал вообще другое. Я подумал, что, типа, знаешь, он его облизал, потому что Зука сейчас пришел, типа, с хорошей энергией. Животные и же он чувствуют почувствовал. энергию, да. И он его облизал, и они сейчас скажут, о, ну, раз, типа, Апа хорошо отреагировал, наверное, он без плохих намерений. А он реально Нет, же его он же- спасал. Да, и он сейчас скажет об этом. Офигеть. Ну, наверное, или Ап там есть. Ну, или поймут по Апе как-нибудь, да.
Наверное, вы удивились, увидев меня здесь. Не очень-то, раз уж ты всю жизнь следил за нами. Всю жизнь. Верно. Что ж, в общем-то, я хотел сказать вам, так это, что я изменился. И я теперь хороший, и, ну, я хочу быть с вами. И, я могу быть учителем. Твоим. Да-да-да. Видите, я... Ты хочешь что делать? Ты же допускал мысли о том, что кто-то из нас тебе поверит, правда? Или ты думаешь, мы настолько глупы? Да, ты всегда преследовал нас и пытался схватить Аанга. Я хорошее тоже делал. То есть, я же не украл вашего бизона в Ба-Сэнг-Сэй. Я освободил его? Хоть что-то. Апе он вроде как нравится. Да он, наверное, Не, ну на самом Ну, деле... Она тоже чувствует, читает. да. Но на самом деле справедливо. Ну, кстати, и что читает? Она Азул тоже читала, но Азула врала, и все это у нее совпадало. Поэтому, может, Зук тоже умеет так врать профессионально, чтобы быть правду говорить. На самом деле, я бы тоже ему не доверял, будь на их месте. Да, Нифига, да, он да. столько преследовал, столько было от него А еще проблем. в финале он как бы... Катара уже ему поверила, говорит, Да, давай во включим втором глаз, сезоне, он да. берет их и предает. Да, возможно, А- возможно, и сейчас у него такой план, он типа как утка подсадная. Сейчас его батя отправил, чтобы он втерся в доверие, а потом всех сдал. То есть здесь доверять, ну, я не знаю, Доверяй, не проверяй. я бы вообще не доверял, вот прям вообще. Не знаю, как он будет их сейчас переубеждать. с медом или вареньем, чтобы Апа лизал его. Я не куплюсь на это. Я понимаю, почему вы не доверяете мне. Я знаю, что совершал ошибки в прошлом. Например, когда напал на нашу деревню. Или когда украл ожерелье моей матери и использовал его, чтобы выследить нас и схватить? Слушайте, я знаю, что совершал ужасные вещи. Я напрасно хотел схватить вас. И мне жаль, что я напал на водное племя. И мне не следовало посылать за вами огненного наемного убийцу. И теперь я остановлю его. Стой, это ты послал за нами одноглазого монстра? Ну, его не совсем так зовут, но Ой, прости, не хотел обидеть твоего друга. он мне не друг. Этот парень запер нас с Катарой в тюрьме и хотел взорвать. А почему ты ничего не скажешь? Ты говорил, мы могли бы подружиться. Ну, Ты уже знал, слишком что во мне поздно. есть хорошее. Мы не сможем доверять тебе после всего, что ты наделал. Ты никогда не будешь с нами. Теперь тебе лучше уйти отсюда, быстро. Я пытаюсь объяснить, что я стал другим человеком. Или ты уходишь, или мы нападаем. Если вы не примете меня как друга, то примите меня к себе как пленного. Нет, не примем. Убирайся и никогда не возвращайся сюда. И если мы увидим тебя еще раз, но лучше нам никогда тебя не видеть. Че, жесткая сцена? Прям обидно за него. А знаешь, почему его не взяли? Ну, логично. Потому что он к собеседованию плохо подготовился. Да, Кто начинает речь с того, что он за ними охотится? Надо было доказать свою пользу, сказать: я знаю все секретные вообще тропы, ведущие к замку. Я знаю все слабости армии огня. Я там то-то, то-то. Я могу сдать всех. Вот он доказал бы свою пользу вот этими всеми словами. Они бы его взяли по-любому. Но он бы такой: я уже сейчас могу вам все рассказать. Да Он бы нам- начал рассказывать, и все. Мне кажется, нормальная тема. Нам обидно за него, потому что мы знаем его бэкграунд, понимаешь? А Нет, мы нет. ну да, это понятно, но мне кажется, вот его преподношение информации немножко неправильно. Он такой: я был плохим, но сейчас изменился, давайте дружить. Нет, надо пользу показать. Вот пользу покажи, потом дружи. Какая дружба без А какую пользы? он пользу покажет? Ну, я же тебе говорю. Расскажи о слабостях армии, о слабости царя огня, как у них армия построена, где точки, где базы, где вот это все. Слей всю инфу, расскажи, как летающие дирижабли сломать, и все. Мне кажется, это бы много порешало, конечно, сейчас в их Ну, выборе. то, что его еще окатили водой, это, конечно, жестко было. Мома сидит, как мы сейчас, в непониманиях, смотри. Блин. Чисто мы, блин, может такое... Смотрим. Обидно очень за него. Ну, что он ожидал? Неудивительно же. Неужели я настолько глупый? То есть, о чем я думал? Говоря им, что послал убийцу за ними. Да свалил бы все на Азулу. Они бы поверили. Реально? Глупец! Это твой новый друг. Ты хорош. Да зачем ему нас обманывать?
Наверное, он хотел заманить нас в какую-то ловушку. Это мне напоминает наше заключение в Бассингсей. Он рассказывал про свою маму, и мне показалось, что он обычный человек с чувствами. Он хотел, чтобы ты поверила и сочувствовала ему, и потеряла бдительность, чтобы он Кто сейчас скажет? А я ему верю. Да. напал. Дело в том, что так и было. Я, правда, сочувствовала ему, и мне казалось, что ему и вправду очень больно. Но, видимо, когда пришло время, он сделал свой выбор, и мы заплатили за это. Нельзя доверять ему. Я бы хотел сказать вам кое-что. Помните, когда вы заболели, а меня захватил Зао? Потому что мы сосали замороженных лягушек? Как же это забыть? Да у меня после этого бородавка в горле выросла на целый месяц. Сока, я смотрела твое горло, и ничего там не было. Но я чувствовал, это же мое горло было. Ну, в общем, когда я был в плену у Зао, пришел Зука и выпустил меня. Он рисковал своей жизнью. Не верю. Он сделал это только, чтобы самому схватить тебя. Прикольная картина на заднем фоне. Видишь, да? Какие эти аппы. Да, опомнись, Анг, ты был для него вроде трофея. Наверное, вы правы. И что это был за бред о том, как он освободил Апу? Какое вранье! Вообще-то он не врал. О, ура! Чего он только не делал, но, по крайней мере, над животными не издевался. Я просто говорю, что, учитывая его ненормальную семейку, в которой он вырос, он мог бы получиться гораздо хуже. Справедливо, Ты кстати. права, Атоф. Давай найдем его и дадим медаль. Победа в номинации не такой придурок, каким мог быть. Все, что я знаю, что пока он с нами разговаривал, он был честен. Может быть, ваши раненые чувства мешают вам рассуждать здраво? Легко тебе говорить. Тебя с нами не было, когда он нападал на нас. Или когда он жег остров Койши. Или когда он пытался схватить меня в племени огня. Да, из чего это ты вдруг защищаешь его? Потому что, Катара, вы все игнорируете один ключевой факт. А Ангу нужен учитель огненной магии. И нет ни одного человека, кто бы смог научить его. Мне кажется, или он понравился Тоф? А, она такая, типа, ну такая, Да сука. нет, на самом деле она правду говорит. Как бы по факту, каких бы обид у них не было, им сейчас нужен учитель. А единственный... Но как не бы, кто единственный. кто у них на глазах сейчас, да. на виду, как бы это Зука. Да. И она рационально довольно-таки рассуждает. Прикинь- Тем более, если она чувствует правду, она же чувствует. Прикинь, мегаплан от Зука. Научить запретной технике огня, которую, когда используешь, она сжигает тебя изнутри. Мгм. И таким образом убивает аватара. Прикол? Прикол. И когда он появляется на блюдечке, вы его сами прогоняете. Нифига психует. Я Нос не чешется. собираюсь ничему учиться у Зука. Ты чертовски прав, приятель. Что ж, полагаю, вопрос закрыт. Сейчас уйдет от них, да? Обидится и Мне уйдет. становится интересно, кто из нас на самом деле слепой? Нормально она их подцепила. А, она сейчас пришла. Да. Кто здесь? Назад! Подожгла. Ножку обжег. Ты поджег мои ноги! Прости меня, это была ошибка. Отвали от меня! Что ж такое-то? Ну не повезло. Да, я помогу тебе. Прости меня. Отвали от меня! Ой, блин. Я не... Блин, а я почему-то думал, что сейчас, знаешь, как будет? Он ее пытается поймать, типа, чтобы помочь. А она такая, ну, на четвереньках уползает, спотыкается, он на нее падает, и у них такая вот это лицо к лицу, близко. Ты что там шиперишь? Флюид. Зука. А я что виноват, тут так показывают. Как показывают, Да то не так показывают. так и реагирую. Он поджег ее ноги, это ведь ее глаза. Да, прикинь, это вообще, наверное, жестко. Она, наверное, не Она и такая чувствительная И станет. ослепла, наверное, даже частично, жесть. Но тоже аватар, когда первый раз пытался же огнем пользоваться, он Катару обжег. Так Мгм. что Ну, это случайность. и здесь случайность, конечно. Понял, что это ты, Тоф. Вернись. Уползла. Это был твой Почему у меня не шанс. получается быть хорошим? Да ты моя. Потому что надо меньше огнем раскидываться направо и налево. Ну мало ли кто это мог быть, а? По сути. Ну. Может это белка. Че, сейчас белку спалил, белка и сгорела. Его вот так вот за щеки ходит. Весь такой. Кого, Зука? Да.
раз видел Тоф? Я не видел ее с тех пор, как она вчера психанула. Может быть, она просто исследует территорию? Здесь много мест попрактиковаться в магии Земли. Думаю, лучше пойти поискать ее. Дай ты ей повеселиться с камнями, а мы пока что отдохнем от ее криков. Мы пойдем ее поищем. Да, я с удовольствием бы прокатился по коридору со статуями. Теперь моя коляска ездит лучше. Нифига, автомобиль. Спиди-гонщик. Ты чё, в дыру проползла сверху? Мои ноги обгорели. О, нет! Что с тобой? Ты что, не слышала? Я сказала, мои ноги обгорели. Да, ну как? Ну, я вчера вечером решила проведать Зуко. Ты что? Зуко? Я подумала, что он мог бы быть полезен. И думала поговорить с ним и договориться о чем-нибудь. И он нападал на тебя? Ну, нападал и вроде не нападал. Это был несчастный случай. Но он использовал огненную магию. Видишь, ты поверила Зука, и ты обожглась. Буквально. Потребуется время, чтобы залечить твои ноги. Я хочу, чтобы ты поправилась поскорее. Да, я тоже. Капец, она Зука слишком горячая. опасен, чтобы быть одному. Нам бы за ним присмотреть. Я не хотел бы нарываться на драку, но ты прав. А чтобы присмотреть за Зука, нужно взять его в команду. Как тебе такой подход? Как? Он же говорил, что возьмите меня как пленного. Можно взять его как пленного, таким образом он будет всегда на виду. Ну, как минимум, это просто интересно посмотреть, типа. После поджога Тоф, думаю, у нас нет выбора. Он опасен, но мы найдем способ схватить его. Может быть, просто пригласить его к нам? Он вообще-то предлагал себя в качестве пленника. Да. Давайте позовем его и скажем, что он будет нашим пленником. И мы схватим его и правда сделаем пленником. И он даже не Реально. заподозрит. Ты просто мастер сюрпризов, Сока. Гей. Вот это кайф. Теперь я понимаю, что вы все чувствовали. Ничего не видеть своими пятками ужасно. Какая интересная серия. Но мне, знаешь, что не хватает сейчас? Я не знаю, будет ли это в этой серии еще или нет. Но все-таки хотелось бы... Вот нам показали, как Анг переживает и уходит от ответственности. Хотелось бы, чтобы раскрыли этот момент, что он такой, типа, сам признался, сказал, да, мне вот тяжело сейчас, Так да, вот я... что он скажет еще? Вот. Да он уже говорил об этом. Там у него столько переживаний было перед этой битвой. Ну вот считать, именно сколько перед, а вот рисовал. сейчас то, что произошло уже в битве и после, вот это еще... Ну, мне кажется, это будет дальше, потому что эта серия, она такая прикольная, типа лайтовая. У нас вот предыдущие были такие тяжелые, довольно-таки ответственные серии, а это для расслабления, для релакса, короче. Да, возможно, сейчас, кстати, Зука скажет своему циклопу, типа, хорош на них нападать, и он на них отстанет и как-нибудь завоюет его доверие. Стой! Я не хочу, чтобы ты больше преследовал Аватара. Миссия отменяется. Я приказываю тебе остановиться. А, то есть так, да? То есть ему приказы вообще не Если интересуют. продолжишь нападать, я не заплачу тебе. Ладно, заплачу вдвойне, если остановишься. Ну, Зука, ну ты же не такой беспомощный, атакуй нормально. А ты против нанимателей идешь? Какой плохой сотрудник. В смысле, а где? Ну, сейчас тебе, конечно, мало не покажется. Перепрыгнул. Капец, она целый океан в него выкинула. Да он же не оставит от этих пещер ни камушка.
Магия воды бессильна против огненных выстрелов. Вот тоже, да, по идее. Да, война, да, конечно, тут аватар. Но, блин, нужно же понимать, что данное место, оно хотя бы как-то ценно своей уникальностью. Где еще найдешь перевернутые храмы такие? Ну, нигде, наверное, это единственное место в мире. И он так, блин, халатно относится. Прям, конечно, неприятно. И с этого места я не могу хорошенько в него прицелиться. А мы подойдем поближе. Что, бумерангом попадешь? Ладно, приятель, только не подведи меня. Что за жесткий угол такой броска? Такой вот. Красава. Офигеть, еще и в глаз поход. Супер. Да, бумеранг! А сейчас, сука, нападет. Бумеранг. Причем бумеранг попал, еще как-то отскочил и вернулся обратно к Соке. Офигеть, это что за такой супер бумеранг? Залагал. Ну, было один раз такое в прошлых сериях, нам показывали. Рука. Он что, взорвался, что ли, сам? Походу. Обалдеть. Но если это все и он помер, то я, конечно, ожидал битвы поэпичнее какой-нибудь, чтобы они вчетвером против, чтобы он такой и туда в них в одну сторону, и сразу в звука в другую сторону, как-то вот они, чтобы, да, скоординировались. А если это все, ну, как-то слабовато как будто. Я надеюсь, это не все. Причем тоже момент, смотри какой. Нам показывают, что на платформе, на которой стоит вот этот циклопоглазый, висит Зука. Потом у него лагает вот этот его глаз, он взрывается, все рушится, на чем он стоял, а Зука как-то нормально стоит, хотя по идее... Ну, там, может быть, островок остался. Ну, вот как будто бы должно все с этого упасть. Не, ладно, молчу. Ты хочешь, чтобы Зука умер, что ли? Я Хочу, Не чтобы его могу в плен поверить, взяли. что говорю это, но чтобы он был спасибо, Зука. королем огня. Эй, а как же я? Я сделал фокус с бумерангом. Ты красавчик. Вчера я повел себя как полнейший придурок. Как и несколько последних лет. Было трудно. Но теперь я понял, что мне нужно было пройти через это, чтобы понять правду. Я думал, что я потерял свою честь, и что мой отец сможет вернуть ее мне. Но теперь я понял, что вернуть честь никто не может. Ты должен сделать это сам, совершая достойные поступки. Теперь я только хочу помочь вам закончить эту войну. Я знаю, что моя судьба – помочь вам восстановить согласие в мире. Мне жаль, что я причинил тебе боль. Это было ненарочно. Огонь может быть опасным и диким. Как и маг огня. Я буду более осторожным. Буду контролировать свои силы, чтобы не причинять людям страдания ненамеренно. Полагаю, ты должен стать моим учителем магии огня. Когда я впервые попробовал изучить эту магию, я поджег Катару. И после этого я не хотел больше этим заниматься. Но теперь я понял, как легко можно ранить тех, кого ты любишь. Я хочу, чтобы ты учил меня. Спасибо. Я гений! Хорошие, вот сейчас хорошие слова сказал. Вот сейчас, если это все-таки... приняты. Да, вы приняты. Вот это хорошие слова, чтобы взять его на работу. Молодец. Я очень рад, что вы принимаете меня в группу. Не так быстро. Я еще не спросил мнения у своих друзей. Тоф, тебя Зука вчера поджег. Что ты скажешь? Я не против. Пускай будет. У меня будет много времени отомстить ему за вчерашнее. Ты и так его в Сука. поддых дала камнем. Эй, я только хочу победить Лорда Огня. Если ты думаешь, что так быстрее, тогда я согласен. Катара. Нет. Точно нет. Аж пот потек. Я соглашусь со всем, что ты сочтешь правильным. Я вас не подведу. Я обещаю. Они такие, да, мы это слышали уже.
Да потом Гений. расскажешь в конце серии. Давай досмотрим, чуть-чуть осталось, наверное. Итак, мы пришли. Дом, милый дом. Думаю, типа, пока. Скоро Давай обед. дружить. Добро пожаловать. Да. Ну ладно, это очень странно. Да, неловко, конечно, немного. Если мне придется, то я проведу остаток всех своих дней в погоне за аватаром. Я знаю, что моя судьба — схватить его. Знаешь, принц Зуко, судьба — это забавная вещь. Никогда не знаешь, как и что получится. Но если твое сердце и разум будут открыты, обещаю, когда-нибудь ты найдешь свою истинную судьбу. Может быть, все и купились на твою трансформацию. Но мы с тобой оба знаем, как ты уже исправлялся в прошлом. Так что позволь, я скажу тебе кое-что сейчас. И если ты хоть где-то оступишься, где-то поскользнешься, и дашь мне повод даже подумать, что ты причинишь вред Аангу, и тебе больше не придется беспокоиться о своей судьбе, потому что твоя судьба оборвется в ту же секунду и навечно. Какая жесткая. Обалдеть. У меня аж мурашки, как будто мне сказали. Круто. А он чисто один раз ее обманул. Один раз ее обманул, все, враг на всю В жизнь. смысле? Не, ну, один раз ее обманул, но он много плохих поступков совершил. Нет, я вообще это понимаю да. их на самом деле. Да, все прекрасно понятно, но кроме Катары, мне кажется, пока что все к нему нормально уже отнеслись. Ну, мне кажется, не сильно Мне нравится фраза Странно. «Я проведу свою жизнь». Или как там, я Погоня проведу... за аватаром. Да. Там если поменять предлог, то получится «в погоне с аватаром». То есть вместе, типа, не? Поняли? Нормально. Че, давай, хвастайся, какой ты гений. Я гений. А мне не хотели говорить. А мне никто не написал и не сказал, что я права. Вот сейчас быстро пишем, что я права. Молодец. Да, это что? Достойно уважения. Да, я гений. Гений. Получается, так ты Изма. Я гений по миру Зуко. Ты Изма. Изм. Изма, помнишь, что это? Да, это Из Куска-Куска. Императора, да. Да, вот это вот ты, она тоже всегда гений. Вот это ты. Да, это я. Да ладно, шутки шутками. Офигенная серия, очень крутая. Мне прям супер понравилось. Жалко его было, жалко, когда они вот такие... Ты вообще обманщик, и водой в тебя прыснули. И вот Апа молодец. Ну, Апа еще, конечно, его спасли. Все знал. Тут хороший. Не, ну это все нормально, как бы, в принципе, все логично, все нормально, все подвязали, все объяснили, что, откуда, зачем, офигенно. почему, Очень все круто. нормально. Я чуть не заплакала. Когда его попустили? швырнули. Да. Ну да, нормально. Но он заслужил на тот момент, что поделать. Как бы незаслуженно было бы обидно, а так И еще нормально. так неловко было, когда он пятки тов поджег. Ну, случайность, И он такой, опять-таки. блин, Но было бы прикольно, если бы он на нее споткнулся, упал. Вот это вот было бы, да, смешно. Короче, всем хейтерам и не хейтерам, и вообще всем подряд я говорю, чтобы вот не писали, да ты все знал, вот это вот ты что-то там проспойлерил. А если я что-то в этой серии а проспойлерил... что ты проспойлерил? Ну, в прошлой серии же были претензии, что я как будто бы знал и поэтому угадал. Но я если сейчас что-то угадал, то я это угадал, потому что я это не знал. А я что, угадала? Ты угадал. Нет, ты знала. Я знала. Вот она знала, к ней претензии. Я не знал, я угадываю. Вот, все. Единственное, что я знал в этой серии, чтобы вот всем вообще раскрыть карты, да, прям вот полный. Я знал, что в этой серии появится циклопоглазый, все. Единственное, что я знал, я не помнил, что с ним будет, как с ним будет. Ты что, реально где-то мне спойлернул, но я не знаю где. Да нигде я тебе не Или тебе просто спойлерил. пишут? Да, просто в прошлой серии же то, что Азула, когда, помнишь, их обманывала в этот... Я такой, она обманывает. Я говорю, да, сейчас ее отпустят, она время тянет, и потом выяснилось, что это так. Но это мои были просто догадки, я этого не помнил, я этого не знал. Я смотрел «Аватар», 3-й сезон смотрел, вы что, прикалываетесь? 15 лет назад, ребята, 15 лет, я что тут помню? Я помню 1-й сезон, и вот лучше всех. 3-й я вообще не смотрел почти.
Так что вот здесь я реально ничего не помнил, Ну, помнил это про... характер Азулы. Нет, тут просто реально иногда просто понятно, типа, Да. что будет. Так что и здесь, если я сейчас что-то сказал, я сказал своим мнением. Нет, я буду сейчас всю реакцию сидеть молчать, потому что я когда-то там смотрел. Вы что, приколисты? Я еще г- в первом сезоне Всё. сказала, говорю, учителем Зука Всё, будет. потому Зука будет. Все, учитель. что я знаю, я молчу. Все, что я не знаю, я вот делюсь своим мнением, потому что это мое мнение, мне интересно, прав я или нет. Вот и все. Ладно. Я Наде- довольна. Я довольна этой серией. Надеюсь, все меня услышали. Вот, пожалуйста, без какого-либо там хейта, осуждения и тому подобное. Как-то так. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы, заказ серий. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока.